мы осваиваем профессии юристов, экономистов, слесарей и поваров, Илон Маск грезит о полете на Марс. 3D-принтеры начинают печатать человеческие органы, а Великобритания инвестирует миллионы фунтов стерлингов на подготовку для ассистентов и помощников для роботов. Будьте готовы к тому, что в скором времени машины займут до 70% рабочих мест. Возможно, в Украине бум робототехники произойдет не так скоро, но он обязательно случится. Давайте поговорим про профессии будущего, новые и перспективные, потому что уже сейчас стоит задуматься об их освоении. Кибердворник. 50 с лишним лет назад приставка «кибер» была более непонятной и пугающей. Но не сейчас. Сейчас у нас есть отдельный ведомственный орган – киберполиция. Так вот, кибердворник – это человек, который полностью посвятил свою жизнь интернету. Он выискивает мусор информационный, который оставляют люди, даже умудряются оставлять его в интернете. Он решает судьбу всякой информации, стоит ли ей быть, существовать, фейк это или не фейк. И в итоге, может, после этого рассказа у вас проявится хоть капля уважения к нашим уличным санитарам. IT-проповедник. Несмотря на вездесущий прогресс, в мире всегда останется часть людей, вражески настроенная против новых технологий. Для работы с такими людьми уже придумали соответствующих специалистов. Подобно церковным священникам, проповедники информационных технологий будут общаться с пользователями компьютерных продуктов, обучать и объяснять смысл новых программ, продвигать современные идеи и, что называется, сокращать цифровой разрыв среди населения. Сегодня предметы медиакультуры и информационных технологий уже преподаются в некоторых школах и университетах, а уже к 2025-му эта сфера ждет своих идеологических специалистов. Предотвратитель системных экологических катастроф. Еще одна профессия, связанная с мусором, но теперь уже настоящим. Количество органических и неорганических отходов становится настоящей угрозой человечеству. Спастись от продуктов производства Homo sapiens становится все сложнее и сложнее, что раз за разом приводит нас к неизбежным бедствиям и катастрофам. Ввиду актуализации глобального потепления, огромных пластиковых островов в Мировом океане и вымирания животных, эта профессия в дальнейшем может стать единственным шансом на спасение человека на Земле. Биоэтик. Заглядывая немного дальше, будущий период создания человекоподобных роботов, клонирования и вмешательства в генную структуру эмбрионов, сразу же поднимается моральная сторона этого вопроса. Дескать, нужно ли нам это? Как будут существовать люди в паре с новыми себе подобными компьютерами? Но дальновидные исследователи предусмотрели эту проблему и уже придумали решение. Деятельность специалистов-биоэтиков станет надзорным органом в будущих экспериментах ученых. Смежные специалисты в сфере этики, философии и медицины будут определять, насколько внедрение в структуру человеческого организма является целесообразным и допустимым с моральной точки зрения. Сити-фермер. Вы, наверное, видели или вам кто-то рассказывал, что на крышах домов или разных фасадов растут деревья и разные цветы. Так вот, это придумали предприниматели из Сингапура еще 8 лет назад. Из-за того, что происходит урбанизация и практически не остается места на агропромышленность, люди начали выращивать разную флору на крышах домов. Сити-фермеры будут выбирать правильное расположение и необходимые условия для выращивания разных культур прямо посреди бетонных джунглей. То есть вы фактически живете среди каменных джунглей, но дышите свежим и чистым воздухом. Проектировщик домашних роботов. Эта профессия стала популярной сразу же после создания первых бытовых помощников по типу беспилотного пылесоса, умных домов и остальных вспомогающих систем. Говорят, что лень – это двигатель прогресса, но в сочетании с хорошим воображением специалисты с такими качествами будут потихоньку воплощать сюжеты фантастических фильмов в ежедневную жизнь. Планируется, что уже после 2020-го будут разрабатывать роботов-уборщиков, роботов-стиральных машин, роботов-садовников и даже роботов для выгуливания домашних животных.
Еще одна ноу-хау специальность из сферы IT для Украины, на которую следует обратить внимание уже сейчас. Архитектор интернета вещей. Бытовое устройство, подключение к интернету, например, холодильник, который сам может заказывать еду, и кроссовки с Wi-Fi в мире стремительно развиваются. И люди-бизнесы пытаются воплощать его возможности в своих проектах. Также появляются должности архитекторов виртуальной реальности, дизайнеров, аватаров и тестировщиков новых технологий. Космический гид. Ученые говорят, что через 10 лет космический туризм перестанет быть редкостью и станет вполне доступным для обеспеченных людей. В связи с этим станут востребованы гиды, которые будут сопровождать путешественников в полетах к звездам. И если на начальных этапах ими могут стать космонавты, то в дальнейшем специальность может появиться в рядовых вузах. И помните, важно идти в ногу со временем, чтобы в конечном итоге не оказаться за бортом цивилизации и не перестать котироваться в профессиональной среде.